Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будем с вами смотреть матч 2 на 2. Это реплей из рубрики «Невероятные приключения наших подписчиков», а конкретно Бухарь предоставил данный реплей. Будем посмотреть. Очень надеюсь, что здесь будет что-то невероятное и интригующе интересное. Ну, а напоминаю, каждый из вас также может поучаствовать. Скидывайте реплеи по ссылке в Discord-канал, а там, как сойдутся звезды, как будет свободное время, и, может быть, мне западет в сердечко ваш реплей, если, конечно, релики не выпустят очередной код фикс и не уничтожат его. И он попадет на обзор, как знать. Ну, а мы начинаем смотреть. Инженеры Бухаря добираются уже до топлива, но его быстренько прогоняют. Кстати, обращаю внимание, абсолютно верно делает, не участвует ни в каких перестрелках, когда у него, ну, откровенно, прям здесь нету паритета, вернее как, нету преимущества. У него даже паритета здесь никакого не было. Не теряет модельки, отступает вовремя. Его союзник Хаклер и Кох. Это немецкий концерн производства оружия. Но будем просто называть его Кохом или Хаклером, не суть. Против него будет Америка... стоп, какой? Это у нас штурмовые пионеры, это Вермахт. И его союзник, кстати, да, все представлены, что интересно. То есть у нас все 4 фракции. Это не может не радовать. Это всегда круто. Кстати, штурмовики довольно редкий гость. При этом у нас тут рейтинг довольно серьезный. Ребята играют на втором среднем золотишке. Поэтому посмотрим, как и будет реализовываться Вермахт именно через штурмовых пионеров. Я бы хотел увидеть закопанный пазик или, быть может, секретное оружие Вермахта. Это закопанный Мардер, который имеет самую большую дальность стрельбы, если что. Может лупить вообще на километры. Бухарь пока отступает. Заставляют его это, вынуждает его это сделать. 250-й это все-таки не шуточка. Но есть Динго, это контра 250-го. Но для этого 250-й должен стоять в тупую и упираться в него рогом, чтобы Бухарь его мог спокойно с помощью Динго расстреливать. Подходит второй отряд Гренов. Да, второй, я думал, это инженерики. Где, кстати, инженерики? Инженерики снизу воюют также с инжами. К сожалению, заставляет Бухаря перебежать через укрытие. И в этот момент отстреливает ему модельку. Вообще, кстати, сейчас с этим патчем очень стало это удобно делать, когда ты заставляешь соперника хоть немного выйти из укрытия и просто отстреливаешь ему моментально одного солдата. Раньше солдатики твои начали бы стрелять сразу по всем равномерно, и эта перебежка бы никак не аукнулась. А теперь это прям чувствуется. Вроде как побеждает Баттермеллоу своего соперника. Бухарь вынужден отойти, перебивают его по всем фронтам. Все битые, но более-менее целые. Плюс 250 может, если что, дать медицину. Бетонный бункер ставится от Angry Birds. Это будет медицина сразу для двоих. Значит, Даковец будет что-то иное вкачивать. Пока мы ничего не видим, что он делает. У него только сейчас строится. Сейчас откроется у него тир-1. Давайте подумаем, что он будет делать. Я думаю, он выдаст именно опыт для пехоты. Здесь, хотя есть шанс, что он выдаст броневик. Один беттер у него целый. В теории он сейчас может вызвать еще один. Тут же делается грейд. Нет, кстати, он тут же отменяет. Почему? Потому что делает беттеры. Да, это будут боевые броневики с автопушками. И это большая проблема, потому что американец вообще не способен этому как-то противодействовать. Я всегда делаю поправку на микроконтроль. Если игрок адекватно распределяет свои юниты, не толкает их просто рамочкой вперед, то против 250-го с автопушкой, ну, практически нечего делать. Если у тебя нет базутчиков или 75-ки на М3, берется, кстати, элита. И берутся польские уланы для Бухаря. Кстати, я забыл подметить, итальянские партизаны берутся у Хиклера. Короче, у Коха. Вот она уже одна стоит у него, вторая, вот она ставится. Ну, потихонечку начинает заполнять сейчас всю карту. Интересно, это будет подворовка ресурсов или что? Я, по-моему, помню, что там он различается. АМГ-42 от Angry Birds на центре. Не подавляет он Бухаря. Бухарь продолжает вести по нему огонь через укрытие. Также еще пролетает зарядочка с базы британца. И вот она, ответка. Выбивается Вермахт. Британец идет дальше. Сейчас этот отряд тоже отсюда будет убегать. Стоп, это не британец, это его союзник. Они сыграли прям качественно. Один выдал
артобстрел заставил выйти из укрытия и вообще свалить на базу пулеметчика, а американец просто фланганул. Красиво сыграли. Командная игра — это всегда роскошно. Снизу теперь действие от самого Бухаря. Здесь, ну, нечего делать сейчас африканцу. Он может потерять просто лишний пару моделек и ничего из этого не выиграет. Да, довольно поздно он понимает это. Хотя по нему огонь вели сразу с 3 стволов. 2 отряда плюс Динго. Также еще рядышком был захват от инженеров. Но делается грязь. Отправляется в глубокие тылы отряд инженеров и занейtraливается. Захватить, наверное, он не успеет, потому что очень долго. Также подъезжает Динго. Хотя Динго не остановит захват. Можно постоять его, покоцать. Дождаться, когда захватится. Но чревато. Можно потерять пару моделек от Динго. И при отступлении тебе еще отстегнут двое. И отряд будет потерян. Хамбар появляется. Вот, кстати, хорошо, что Баттер побежал. Иначе бы сейчас его Хамбар просто бы тут размотал. Но он лишил топлива. Это самое главное. Так, здесь пока идет плотный захват. Чем ответит? Есть ПАК-38. Вызывается вторая 250-ка с ПАКом. И также делается на автопушку. На тир-2, видимо, пока ничего не выбиралось, я так полагаю, да? Да, пока ничего не выбирает. Пока только автопушками ограничился. Последний бой от Вермахта. Он что, его прям подрубил? Давайте, да, он его прям подрубил. Это очень опасно. Это очень рисковая игра. Размен гранатами. Подрывается МГ, но МГ вроде бы целый. Панзер пионеров уничтожают очень глубоко, но за это наказывают Хамбара. 38-ка его поймала, это ошибка. Бухарь обнаглел, поехал вперед, полагал, что он вышел слишком рано, видимо, в свою бронетехнику. Также ему разматывают Дингаря, вот о чем я говорил, 2 автопушки, это страшно. Они даже вдвоем с Дингарем, с Хамбаром могли бы справиться без помощи 38-ки. Возможно, сейчас ему и этот отряд доколупают, хотя это будет довольно сложно. Тут до базы совсем рукой подать. Также уланчики появляются. Уланчики здесь самые уместные ребята, они очень нужны. Вот сейчас можно ему есть. Какая скорострельность, я не знал, что они такие быстрые. Уничтожается 250-й. Уже хорошо, уже легче. Одна машина только в бою. Я бы отступал, а то сейчас и вторая машина будет уничтожена. Повезло ему, что не добивает он его. Ну ладно, справился он с этой задачей, отогнал бронетехнику, также покоцал маленечко отряд пехоты. Причем, да не маленечко, хорошо покоцал. Можно будет ему еще, как не ему, а помочь союзнику. Кох, но не смог добежать, к сожалению. Либо поздно подумал об этом, либо был просто далеко и не смог на перерез выйти и его добить. Так, делается флагфирлинг. Ну, естественно, это самое очевидное. Хотя... А что там было по топливу? Ну, по топливу не было преимущества. Да более того, у них даже просадка. Они центра не могут держать, им не позволяют. Вообще, если у вас, скажем так, первую часть игры, минуты до 5 до 6, играя за ДАК, 33 топлива, обращаю внимание, не меньше 33 топлива, то вы можете себе позволить выйти не в грейд Т2, а сразу в Т3. И Ахтрат — это, ну, безумно сильная вещь. Однако есть маленькое но. Вам необходимы егеря. Ибо если вы делаете Т2, потом выходите в Т3, выпускаете Ахтрат, у вас не будет ничего против какого-нибудь Чафи, например. Поэтому вам желательно каких-нибудь целых 2 отряда выпускать егерских на поле боя. Обязательно. Ну, либо делать 38-ку. Правда, нет, 38-ка она с грейдом делается, к сожалению. Или я сейчас гоню. Настолько на автопилоте играю за ДАК, что боюсь... Да нет, все правильно, да. Егеря делаются без грейда, ПАК делается с грейдом. Поэтому вам желательно 1, а лучше 2 отряда сделать егерей. Они до выхода средних танков хорошо себя показывают. Не брезгуйте этими ребятами. Особенно, когда они набирают первое ветеранство, они могут делать засаду. Из засады дополнительный урон. Плюс пехота их уже не так тревожит. Они сидят себе спокойно за кучкой какой-нибудь боеприпасов или там камней. И, не вступая в бой, не отсвечивают до прихода брони. Уланам плохо. Уланы попали под плотный шквальный огонь бронетехники. Их подавляют. Пытаются, они откусываются. Была бы пехота, можно было бы накинуть туда гранату, но граната летит наоборот, от Бухаря на МГ. МГ, скорее всего, не повредят. Пролет от Бухаря и гранаточка на Коха. Не посадили на движок, была бы вторая граната, было бы страшнее.
Ну, в целом, и так неприятно. Хотел он покусать сейчас вот эту броню. Ой, как уланчики хорошо бьют. Ой, как хорошо залетает. Еще бы один выстрел. Но нет, не дотягиваются. Успевает заметить Баттер, что по нему бьют. Оттягивает флака и более-менее его выручает. Так, что у нас американец делает уже снизу свой туннель. Теперь он может по карте перемещаться очень интенсивно. Пегрены, 2 отряда пегренов и штурмовые саперы есть у Angry Birds. Вермахт довольно сейчас элитирован. У него из стандартного только гренки. Вот почему он, кстати, выбрал именно последний бой активный, потому что у него в основном элитка, которая может выдерживать атаки. Ой-ой-ой-ой, какая гранатища, гренадира уровня авиабомбы. Кстати, вот она, пожалуйста, прилетает и минус МГ. Так вот, последний бой, он хорош тем, что дает дополнительный урон вашим солдатам, это 10%, ну и по ним прилетает дополнительная 20-ка. Но если вы играете через элиту, желательно, конечно, ей еще прокачать ветеранство в штабе, выдать офицерство, и тогда в целом это более-менее нивелируется, а доп. Урон у них хороший. Так, давайте проанализируем, что у нас. Уланчики дополнительные от Бухаря. Очень как-то у него не клеится игра пока. 3 томика. Кстати, очень тяжело вооруженные. 2 пулемета из 3. И уланы. Ну, в целом это сильно. Просто так на него не пойдешь в лоб. Однако какой-нибудь флаг Фирлинг или 250 уже не так эффективны. Ну, флаг, ладно, он всегда хорош, когда ему дают свет, он стоит позади и работает. Вот, допустим, сейчас у ланчиков можно было бы покромсать, а не заниматься американцем. Но пока он решил, что ему это выгоднее, он придерживает америкоса сверху, чтобы ему не было фланговой атаки. В чистом поле... Блин, а что так далеко бьют уланы? Офигеть. Отстрел пехоты идет полным ходом. Здесь у нас отряд Бухаря, да, отступает. Попытка зайти с сопочки, но там есть вермахт. Правда, ну, хотя не, может помочь. Пошел вперед Чаффи. Дают ему свет. Мимо не попадает. А вот ПАК-38 его накажет. Есть попадание. И, по-моему, да, его отсюда не отпускают. Граната сразу. Попытка разменяться. Надо было хотя бы 250-го ему шотнуть. Но нет. У него уланчики с этим справились. Неплохо. Заходят они еще к медтраку. Можно и медтрак размотать. Кидается граната. Есть подрыв. Добивочка. Нужна добивочка. Уланы кидается граната. Я не хочу за граната. Видимо, это была граната от союзников. Неважно. Минус ПАК-38. Томики. Томиков надо забирать. И, конечно же, их разматывают. И они еще бросают оружие. Тяжелый пулемет ручной для панцер-гренадеров. Это очень серьезно. Бомба падает, к сожалению, не по центру, падает с краю, не добивает ПАК-38, но все разбежались. Хотя нет, тут есть у Беттера еще пулемет, он сдержит американца, плюс второй МГ работает на центре. Они не подпустят их к ПАКу, ПАК останется во владении немецком. Так что до свидания. Моделька там подбрасывается, очень резиново выглядящая, забавно. Ремонт идет на поле боя. Так, а что ты взял? Друже. Ты ничего пока на тир-2 не берешь, не знаю, что он ждет. Ну, хотя он не играет плотно через технику, он играет все-таки через пехоту, поэтому ему, наверное, смысла нету сейчас брать на тир-2 каких-то пехотных улучшений, типа... Ой, вернее, танковых улучшений, типа дымов. Хотя, с другой стороны, вот 4-й, если он отряд сделает, Гренов, тогда можно взять и нового бойца, и тогда ты получишь практически дополнительный отряд. Ну, посмотрим, что он будет делать. Многие вообще просто забивают на оружейки, играя за дак, считая, что улучшения там не особо на что-то влияют. А стоят они довольно дорого. Особенно на 3-м тире, там 50 топлива стоит одно улучшение. Это овер до хера. Так, сверху Бухарь ходит, хозяйничает, захватывает территории. Кстати, конечно, вот это вот очень хорошо им помогает. Так, я не игрок за союзников. Я не в курсе, может ли Бухарь перемещаться через туннели союзника. Подскажите мне, пожалуйста, если кто-нибудь знает. Ну, я думаю, многие знают. Так, по центру более-менее затишье. Один пулемет от Энгри для защиты территории. Подходит, правда, уже 2 отряда уланчиков. Так, сверху штурмовые пионеры. Господи, какие они штурмовые, какие они ни разу не пионеры. Они же двигаются как элитные бойцы спецназа. Они со своих СТГ выщелкивают буквально каждого бойца в секунду. Вражеские томи не выдерживают и отступают. Но есть уланчики, это более элитная элита. Все-таки штурмовые пионеры это так, на начальных
там 5, 7, 10 минутах можно побуреть. И, по-моему, сейчас ему добьют один отряд, да, минус еще третья моделечка, и четвертую можно добить. Не добивает, успевает он уйти, подходит к игре на вооруженный тяжелым ручным пулеметом и заставляет то же самое сделать самого Бухаря. Делается, видимо, давайте угадаем, Матильда. Я думаю, это она. Хотя, может быть, это выйдет крузак. Так, миномет. Миномет появляется у Бухаря. Очень правильно. Кстати, в этом патче минометы безумно хороши. Очень прям хороши. Они стали чуточку дешевле, приятнее, стреляют весьма точно. И урон у них увесистый. Не брезгуйте им. Особенно, кстати, когда вы играете за ДАК. Вот, пожалуйста, у него есть улучшение на бронетранспортеры. У него вызван еще один беттер. Я бы рекомендовал ему сделать миномет. Миномет этот будет гораздо эффективнее. Потом, глядишь, еще кого-нибудь вызовет и еще один миномет сделать. Вообще, две автопушки это довольно архаично. Раньше так играли, сейчас не стоит так делать. Я бы рекомендовал делать одну автопушку, а вторую машину оставлять стоковую. Она и так у вас дополнительную броню и здоровье получает при грейде вот этом. Ну а по ходу пьесы можно его переделать либо в миномет, если сильно опасно находиться на передовой, как, например, сейчас два Улана. Они очень бодро отстреливают легкую бронетехнику. А либо, если вам повезет, и там будет просто американец, играющий через блок своих рифлов, вы можете докачать его до 3-го вета вообще без проблем. Пазик 4 вызывается от Энгри. Очень быстро. Хотя, ой, что я сочиняю? 7-я минута. Матильда все-таки появляется. Кидается граната, оглушается экипаж. Матильда может пойти вперед, маленечко его поцарапать. По-моему, они друг друга царапают. Нет, все-таки Матильда умудряется пробить его. Что дальше? Все, одно пробитие от Матильды, и на этом как бы разошлись. Скучно. Я рассчитывал на какое-то невероятное танковое противостояние. Ну, имеем, что имеем. Снизу Кох. Ой, он тут должен, по сути, перебивать его. Хотя почему-то все стоят принципиально не в укрытиях. Я не понимаю, зачем. Один отряд только у него прячется, а второй стоит в чистом поле. Ну, займи ты укрытие, елки зеленые. Это гораздо-гораздо лучше. Ну, ему везет, что его пока не фокусят. Граната. Будет ли? Нет, как-то все игнорируют это. Кстати, беттер, так как играть через элиту, у всех разведнаборы, ни одного пулемета он не выдает. Все играют через снайперские винтовки. Ну или как они там, полуснайперские, неважно, гиверы. Уланчики не дают подойти панцергренадерам, но нет, все-таки они добираются до них. Хотя по ним дополнительный урон, но их это не останавливает. Вообще у вермахта должно быть очень много. Да, там, во-первых, 65 прирост, во-вторых, у него за каждого убитого еще дают по трешечке. Ну да, хрена у него боеприпасов. А что мы берем? Почему ничего тут нет? Я не понимаю, почему-то. Может, у меня какой-то баг или что? Судя по всему, это баг. Давайте посмотрим. Да, у него более-менее тут все выбрано. Уже прокачал панцерфаусты. Причем он их, по-моему, даже выбрал. Теперь у него вся пехота имеет панцерфауст. Ставится пантертурм. Красиво. Люблю пантертурм. Также еще устанавливает вышку пропаганды. Это очень-очень хорошо. Теперь вот это весь сектор будет замедленный. Хорошая вещь, ее надо ставить почаще. Это бонус к дебафу соперника. Это всегда хорошо. Блин, а уланы хорошо работают против техники. Надо сказать, что два отряда справились бы гораздо лучше. Может быть, даже там 2/3 откусали бы. Есть панцерфауст, оглушается Матильда. Далее. Идут. Ой, как вы зря так идете, блин, против двух ветовых уланов. На них нельзя вообще идти, их надо только броней разматывать. Маленький нюанс. Играя за вермахт через эту доку, пантертурмы желательно вот так не ставить. Я уже просто пообжигался на этом очень много. Желательно их устанавливать как-то чуть позади. И желательно, чтобы они стояли хоть немного прикрытые сторонними объектами. Сейчас, когда его заметят, а я думаю, его заметят быстро, сюда просто подкатит ПТ. ПТ нету. У Бухаря нет ни одного ПТ, он играет через уланов. Вот это вермахт спасает. Пантертурм здесь прекрасно себя будет чувствовать. Правда, есть американец, который может сбросить всегда на него бомбу. Также у него есть ПТ. Кстати, поменялись местами. Снизу теперь играет американец, сверху работает Бухарь. Есть проходка 250-го, наконец размотали. 20 минут он продержался неплохо. На центре Пазон. Вот, кстати, ой, вот это вот. Хотя нет. Хотел сказать, это вот проблема современного патча, но вроде бы он просто хотел так поехать. Пантертурм выдал свою позицию, но выдал ее с удовольствием. Засадил в лицо Матильде.
Это не может не радовать. Ой, как гренкам больно. Ой, как их отстреливают, но они откусывают тоже одного уланчика. Ну, 3 в 1 это, конечно, такой себе размен. Слышу бабаху. Это флаг Фирлинг. Перестреливается с Кохом. А кто стрелял-то? Что за оружие было тяжелое? О, матрас. Здравствуйте, у Бухаря появляется матрас. Вот сюда бы было бы, конечно, вкусно накрыть его, но пока... О, штука Цифус от Беттера. Баттера, точнее. Если он вычислит... А он сейчас видит это скопление. Бить будешь? Да, тут же залп. Но я бы рекомендовал бить всегда на отступление. И так и делается. Делается чуть назад. Хорошее попадание. Также еще задевается расчет. Ой-ой, какие все битые. Как можно бы сейчас их всех добить? Но нет, к сожалению, нет у него чего-то быстрого, что может проехать и доколупать. Тот же флаг, он у него на ремонте. Ну и рисковать им тоже не хочется. Вообще, кстати, маленький ликбез, как работать штукой Цифус. Никогда не работайте по конкретному скоплению. Если вы видите 3 отряда и играете на, ну, более-менее адекватном рейтинге, ну, скажем так, 1100 плюс хотя бы, ну, пускай даже 1000, люди уже понимают, что если у вас 3 отряда пехоты и вы слышите залп артиллерии реактивной, то обязательно бьют по этой пехоте. Ну, а смысл куда-то еще бить? Поэтому сразу нажимают кнопку «Отступить». И поэтому надо бить всегда заранее на отступление. И тогда у вас будет гораздо все веселее, и эффективность вашей реактивной артиллерии будет прям на 200%. Это точно. Попытка Коха забрать... Нет, походу он хотел засуицидить свой отряд, но вовремя это замечает, отступает. Вызов бомбы. Валим, ребята, валим по сторонам. А, нет, это просто проходка. Как он почувствовал, что это не бомба, просто проходка? Фантастика. Уничтожается Опель, больше за ним не спрячешься. Пазик 4, кстати, с бортиками, это круто. Я не удивлюсь, если он ему еще и выдал ветеранство. Не, ветеранство он не выдавал. Эх, восстановительные работы берет Angry Birds. Ну, не уважаю. Фу. Почему фу? Потому что эта штука вообще не работает. Она имеет смысл только в масс-боях типа 4 на 4. Аргументирую. Она работает только на уничтоженную технику. Соответственно, техника должна находиться либо на вашей территории, а это значит, что на вас напали и вы отбились, либо она должна находиться на вражеской, но это значит, что вы уже находитесь очень далеко и можете разобрать ее. То есть слишком много условий для того, чтобы ей пользоваться. Прикол в том, что если вы играете за американца или за DAC, вы можете заниматься этими вещами гораздо раньше, чем, 23-я минута. Хорошая проходка, много урона по Матильде, но добить ее, к сожалению, нечем. Так вот, играя за вермахт, за эту доку, вы получаете доступ к этой функции очень поздно. И уже идут очень жестокие боевые действия, которые не позволяют просто так забирать технику. У него, конечно, есть тут брошенный хамбар, но это все. Ну, типа, что с ним делать? Все, больше ничего нету абсолютно. А Матильда до сих пор живая. Вообще, в целом, бронетехники на карте один Пазон и Матильда. Ну, типа, это очень на перспективу работа. Ну, в теории, может быть, да, что-то там дальше появится, и мы удивимся, как он будет красиво и качественно с этим разбираться. Но пока имеем, что имеем. Он как-то раненько это взял, я бы подождал. Ему не горело, мягко говоря. Матрас накрывает позиции Баттера. Заставляет его просто отойти. Особо он не разбегается куда-то на базу. Очень хорошо работает флаг Фирлингом. А что произошло? Чем он попал? Ну, видимо, матрасиком. Это не страшно, он его подымет, восстановит. Разве что ветеранство обидно сброшены. Матильда на ремонте. Рифлы получает 3-й вет. Ух, как они глубоко зашли. Как они бесстрашно воюют. Воу-воу-воу. Что у нас сверху? В целом здесь ничего особо не происходит. Один отряд от Angry Birds. И все. Тишина, спокойствие. Все боевые действия переброшены вниз. Подходит Энгри со своим пазончиком. Хорошо работает по пехоте, несмотря на зеленку. Вообще, кстати, в зеленке они кучкуются, поэтому по ним, если попадаешь плотнее. Вот, кстати, опять реактивка работает на... А, нет, она не на отступление, она бьет прям по пулемету. Ну, ладно, пулемет минус... Ой, пулемет, миномету. Ой, какой битый можно добить. Но нет, к сожалению, не доползает. На отзонивание сбрасывается, видимо, бомба. Так, нет, блин, опять не бомба, опять просто проходка. Чудеса. Матильда все еще в одинокого бодается. Делается хелкат. Наконец-то какая-то помощь. Хелкат очень хорошо здесь себя покажет.
Отстрел, кстати, второго пазика уже должен теперь вестись. 2 пазона, это уже серьезно. Есть М1, кидается граната, пазон на движок. Добьют ли его? Давайте посмотрим. Ну-ка, 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 должен добивать. Есть, минус пазик. Вышел первый, второй сразу перехватывает инициативу на себя. Этот уходит на пенсию, причем на вечную. Да, надо помогать, надо подтягивать сюда вермахт. У вермахта, кстати, какие-то огромные проблемы. Где, в какой момент произошло вот это вот сломление хребта всей армии вермахта, я не очень понял. Делается Хелкатик наконец-то, и Firefly появляется. Очень серьезное оружие. Это теперь, ну, должно сильно поменять картину боя. Пазон второй будет добит, я думаю, 100%. По крайней мере, если он будет продолжать так агрессивно играть, его очень быстро накажут. Плюс уланы с 3 ветами. Посмотрим. Ну, хотя, ладно, уланы не такие уж страшные. Хотя царапают быстро и царапают... Да елки-палки, они его добьют, а он вообще не может по ним попасть. Вы посмотрите на этот урон от уланов. А надо было дальше идти, надо было сразу Бухарю поднимать свои войска и двигать на ход ноги, чтобы хотя бы была возможность его добить на отступление. Ну ладно, он ему 90% здоровья уланами расколупал, не потерял ни одного бойца. Это очень круто. Firefly хотел добить, но нет. Пазон слишком испугался и поехал назад очень далеко. 2 отряда с 3 ветами. Все, эти уланы слишком сильные. Против них только блобами танков играть, мне кажется. Пантер Турм стоит, точку держит. У него здесь все сбалансировано. Пулеметик прикрывает и топляк, и... Что за взрыв? О, как хорошо сыграно! Был подрыв через туннели. Подорвали штукацифус. Красавец, красавец. Американец сыграл прям шикарно. Все просчитал. Я не знаю, как он узнал, где стоит машина. Как он дал на нее свет. Может быть, что-то пролетело. Я, опять же, не заметил. Но факт есть факт. Прекрасный подрыв. Красавчик. Так, немцы, смотрю, захватили вражеские боеприпасы. Не то чтобы для себя, просто отняли, чтобы они не принадлежали врагу. И вызывается Тигр. Ответка Firefly. Это очень сильная. Что у нас по прокачке? Ой-ой-ой, это же спецура. Ёлки-палки. Это элитный Тигр. Да, выбирается элитный Тигр. Это проблемы. Огромные проблемы для союзников. Против такого бороться будет тяжело. Плюс, кстати, Ахтрат есть? Ахтрата нет. Почему все игнорируют Ахтрат? Я понимаю, что он, ну, типа, в начале игры, ну, такой себе. Ну, вот сейчас, сколько у тебя? Давайте посмотрим. Ну, сейчас у него вообще голяк, он прям влез в лимиты, прям в притирочку. Вызывает свою машину, берет что? Берет мародера. Скорость поворота, ускорение, если враг меньше 50% здоровья. Окей, это попытка поймать какого-то битого, хотя битого тут пока нету. Вот, давайте посмотрим. Firefly. Ёлки-палки, какой выстрел! Вместе с Хелкатом Firefly с Тигром, мне кажется, справятся вообще без проблем. Вызывается разведочка, цепляется она за Тигра, сразу его фиксируют. Видит, где он находится. И, кстати... туннель. Туннель уничтожен. Туннелем они уже так дерзко не воспользуются. Ну да ладно. Пантер Турм. Кстати, я обычно Пантер Турму отключаю стрельбу только по технике, потому что эта Пантера, она не совсем бесполезное противопехотное орудие. Оно более-менее, там, скажем, раз из 5 попадает, поэтому не брезгуйте, пускай она работает по всем. Как минимум, какое-то моральное давление она будет делать. Так, 2 Хелката появляется у Хелкера. Хеклера. Вечно путаю, как он там читается. Пазончики переброшены на верхний фланг. В целом, отличное решение. Здесь никого нет, кроме... Ух ты, потеря пехоты, причем 3-ветовой. Кроме уланчиков. Уланчики сильные, я не спорю, но против вот такого скопления врагов... Не-не-не-не, ребята, вы так не справитесь. Еще и получают, блин, по 12 боеприпасов за каждого убитого. Минус 3 улана. Круто, здесь еще уланчик отстегнут. И все. 2 танка, это вам не шутки. Плюс пегрены тоже очень ветеранизированные. Вообще основная, конечно, масса сейчас снизу. Firefly видит, где его цели. Ну, блин, он на самом деле очень медленный. Он очень мне напоминает по скорости передвижения Матильду. По-моему, так и есть, кстати. Вы посмотрите на скорость движения Матильды, скорость движения Firefly. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, по-моему, да, такая же скорость, откровенно. Ну, оно того и стоит, потому что это очень мощное орудие, стреляет дальше всех. Точность сумасшедшая, урон тоже бешеный. Вот сейчас посмотрим, докуда он достреливает. О, поймал его. На, сразу в лоб, треть здоровья откусил.
Все, заставляет Пазон отступать. Нельзя ему так близко находиться и так долго. Сейчас. Что-то вообще не отремонтирован. А что мы взяли на втором тире? Товарищ, ну-ка подскажите мне, пожалуйста, на втором тире мы... А мы ничего не взяли. Вот туда же в копилочку ребят, которые игнорируют... как оно, господи, ружейку. Вы играете через тигра. Вот у тебя сейчас 75 топлива. Возьми хотя бы авторемонт. Он тебе капец как нужен. У тебя этот тигр очень быстро вертится. Тебе не особо надо брать дымы. Дымы, конечно, хорошо, дымы здорово. Но ему авторемонт очень нужен. Он очень долго ремонтируется. Ты его даже с помощью своей пехоты будешь ремонтировать неделю. И вот сейчас, по-моему, ему хана. И его встречают. Его везет одно непробитие. Можно раскидаться гранатами. Поедет ли за ним дальше Хеклер? Есть еще пробитие. Граната. -1. Ну, слава богу, добивает его пехотой. Могут, конечно, их отвести без потерь. Повезло. Сейчас Баттеру повезло, что за ним не поехали. Там, по сути, он мог попробовать разменять и второго Хелката. Там один буквально выстрел требовалось на Тигра. И мне кажется, 2 Хелката на Тигра — это отличный размен. Вызывается поддержка Небелей. Отзонивается отсюда пехота, которая пытается захватить территорию. Очень большой урон, конечно, по ним пролетает. Очень интересно, а как ты... ПВО заработал, поэтому он получил ветеранство. Я уж что-то как-то попутал. Ну да, это сейчас разберут. Это не проблема. Вот опять же, говорю, хотя бы мог бы пару выстрелов сделать, пока по нему бьют уланчики. Бьет штука, надеюсь, бьет она вот сюда, на отступление уланов. И заодно, да, шикарный залп, прекрасно умеет пользоваться артиллерией. Игрок -2 отряда инженеров. Идеальнейший залп. Теперь ремонтироваться будет нечем. Придется тратить ресурсы на новых инженеров. Матильда пытается, работает против погренов. В целом они вообще ей ничем не угрожают. Также и Хеклер рядом. Если что, мог бы какую-нибудь технику бы отстрелить. А чё, Энгри, ты что, собираешься их слить здесь, да? Или ты забыл? Повезло ему. Очень повезло. Не добивают его. Тигр все еще не доремонтирован. Второе ветеранство он берет. Сейчас еще и посадит его на движок. 2 попадания есть. Хелкаты хорошо сработали. Не кидается граната, к сожалению. Он ее не кинул. Подрыв! Ё-моё! Ну ладно, повезло. Подрывается только отряд МГ-34. Успевает рассосаться. Почему-то у меня звук не был слышен этой штуки. Не знаю почему. Наверное, надо было включать немца, чтобы это слышать. Хорошо, конечно, работают. Очень хорошо. Не дают немцам выходить вперед. Ставится ремонтный бункер от союзника. Ладно, таким еще способом можно как-то своего тигра подержать в строю. Но это не отменяет того, что у тебя, ну, что-нибудь есть. Дымы он берет. Все-таки берет дымы и берет продвинутую оптику. Вот это, да, тут согласен. Продвинутая оптика для тигра — это лучшее решение. У него и так орудие прекрасное. Ему вольфрам брать смысла нет. У него хорошая дальность стрельбы, и с продвинутой оптикой она становится еще лучше. Потому что его дальность стрельбы, она выше его обзора, и таким макаром он теперь может вести огонь практически на полный вылет, на полную, скажем так, стрелу. Сброс, это, видимо, уже бомба летит. Да, и Firefly подключается, есть попадание по Тигру, Тигр бьет в ответ, минус пак 38. Забирать его будут? Не поедут дальше его забирать. Пазики, пазончики могут сейчас укусить и Firefly. Firefly можно было бы добить. 55 очков осталось у союзников. Им надо играть очень агрессивно. Пазики идут дальше. Мало брони у Firefly, но Хелкаты справляются с защитой Firefly. Никаких проблем. Всегда друг другу помогают. Есть жир, есть противотех, есть мобильный противотех. Вообще у союзников сейчас есть все, чтобы заткнуть немцев. Да, уничтожается пазик. Очень долго ремонтируется Тигр. Вы хотя бы один отстрел дымов видели? Я нет. Я не понимаю, зачем он взял эти дымы. Возьми ты авторемонт, у тебя Тигр был бы в бою гораздо больше. Проходка. Минус королевские саперы. Выживает Firefly. И это уже 3-й отряд саперов уничтоженный. Делается 4-й. Тяжело. Ремонтироваться британцу нечем. Ему надо постоянно держать инженеров, либо просить союзника, чтобы он занимался ремонтом. И, видимо, так и происходит. Он подсказывает ему, что ему надо срочно помогать. Почему-то наверх американец не отправляет свои солдаты, хотя у него же есть типа туннели, можно было бы их поставить, да и даже этим туннелем можно было бы добираться спокойно. Ну, ладно. Отличное накрытие от матраса. Не добивает отряда, но заставляет их рассосаться. И теперь Тигр вынужден снова стоять и ждать ремонта. Штука Цифус. 2 штуки Цифус.
От обоих ребята не работают. И тут атака очень вовремя подключается. Минус одна штука Цифус. Тигр вступается за них. Он очень битый, его можно добить. Есть одно попадание, 3 хелката. Можно разменять все 3 хелката на этого тигра. Вообще не проблема. Но нет, решил американец не рисковать. Второй хелкат тоже уничтожен. Очень быстро его разобрали. Ну ладно, вот теперь это имеет смысл. Вот теперь он может себе позволить разобрать. Причем 2 хелката, блин, это круто. Беру свои слова обратно. Конкретно в этой катке это удачное решение. Вообще как... еще можно разобрать или восстановить. Он же, кстати, может и восстанавливать. Да, сейчас он поживится очень хорошо. Но я вообще все-таки предпочитаю именно закопку брать. Но она очень-очень редко работает хорошо. Однако, ну возьми ты один пазик. Вот здесь он где-нибудь в тылу его закопай. И было бы хорошо, он бы у тебя защищал как от пехоты, как от техники. Ну, с другой стороны, там авиация. Ладно, все, я переобулся на лету. Я согласен, это единственное реально правильное решение. Это все-таки слишком фаново закапывать технику, она очень легко контрится. Сейчас он это все... он, кстати, он его даже не разобрал, а просто восстановил. Ну, вообще красавчик, дешево и быстро. Вот это, по-моему, разбирает. Очень быстро это делается, похоже на разбор. Вот это можно было бы поднять. Это очень ценный продукт деятельности британской жизни. Нет, он все поднимает. Он все очень быстро поднимает. Круто. Необычно, если честно. Мне казалось, он должен это делать гораздо медленнее. Не доделал ремонт. Отправляет тигра снова в бой. Ну, да, он нужен в бою. Он уже минут, наверное, 5 не участвует. Он только один раз там пооткусывался от нападающих. И на этом все. Прикрытие Небеля. Снова точка задержана. Но отправляет Бухарь наверх пехоту. Захватывает, кстати, просто дошел, да? Да, просто 2 улана отправил. Захватывает верхнюю точку. Ну, снизу тут вопросов нет. Здесь плотная застроечка. Все рассосались, сидят по всем укрытиям. Если что, придет еще какой-нибудь подрыв. Разведка полетела. Видят тигра. За тигра они схватились. Тигру теперь угрожают. Всегда он должен это понимать. Потому что самолет цепляется за него первого. Больше здесь никого нету. Так, что? Что предпримет немец? Им надо отбить сейчас точку. 42 очка на 250. Время есть. Штука Цифус. Причем, кстати, восстановленная. Это месть. Ну, месть, правда, не очень удачная. Он бил на перспективу. Просто так. Если повезет. Не повезло. Хотя до этого всегда он бил на отступление. Так, Firefly, кстати, с 2 ветеранствами очень серьезный. Штаб танкового офицера на 32 минуты. Это было давно. Я это прозевал. Игорь едет вперед. Так, теряется штука. Штуку накрывают. Второй раз уничтоженная штука. Тут же Баттер выезжает вперед. Решил он, что ему не страшно. Его не покарают этим попаданием. Куда ты будешь бить? Никуда. Он просто выехал вперед, чтобы не попасть под обстрел. Подрыв. Панцергренадеры подорвались. Где-то тут на центре. Неважно. Тигр битый. Его и подорвали, тигра. До свидули. Его поймали на подрыв. И тут же наказали. Хелкаты просто его докусали, как комарики. Обидно. Мягко говоря, тигр был абсолютно бесполезен. Буквально пару каких-то боев он провел. Не супер круто себя показал. Это все-таки танк-ас, а не ухры-мухры. 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 Вот так. Да и ладно, можно и таким макаром. Подъезжают пазики. Пазик 3 делается от Баттера. Ну, у него уже мало чего осталось. Его, если честно, сильно промяли, сильно размотали. И, по сути, вот главная ошибка, мне кажется, немцев в этой игре — это именно игра за аса. Причем аса слишком аккуратного. Все-таки даг, я считаю, как человек, майнящий даг, это агрессивная фракция. Она не про посидеть и не про подумать. Все, пожалуйста, просто пошли вперед. Британец, американец, и размотали все. Это победа. Играйте агрессивней. Вот вам главный урок.